Раз, раз. Раз, раз, раз. Такое. Че. Он не улавливает. Что за хуйня? Раз. Приветствую. Раз. Спасибо большое. Да, ёбаный микрофон не улавливает. Алена. Так, конечно, он не улавливает. Громкость стоит на 61. Еще бы он, блядь, улавливал. Вот, пофикшено. Приветствую всех категорически. «20 минут до стрима. Разрабов пое». Почувствовать в 6 утра такой кайф, прям. Такой кайф, когда ты лег, блядь, час. Вот эти вставашки ваши, конечно, люблю. Приветствую. Куда пропал? Никуда. Я тут все время был. Играть же не во что. Игр не советуете. Значит, ждем поя, правильно? Сидим, ждем поя, не выебываемся. Воевода и Котас Селев продлили подписку. Уровень 2 на бусте. Мое почтение. Спасибо большое за поддержку, ребятки. Я не знаю, нам сейчас разрабы скажут. Сейчас представь, зайдем, а лысый такой нахуй. Привет, блядь. Всем привет из говна. РФа больше нет в игре. Ебать, я мразь опухшая. Соли пожрал пару дней. Так сам бы выбрал. Я сам выберу, никто смотреть не будет, блядь. Хогвартс пройдены. На компе до сих пор стоит. И план на лигу чем будешь пушить? Патчем. Патч сначала пропушу, потом лига. Привет, привет. Ебать, в натуре 2 дня соли поел. Ебать, я опухоль. Пиздец. Хуящи здоровые, блядь. Надо худеть снова, получается. Ты же специально надо мной издеваешься. Ты же знаешь, что у меня PS-ки нет. И рекомендуешь на PS. Я, конечно, люблю крепкую мужскую дружбу, но не настолько, чтобы на плойке играть. Кстати, а чё там это? Мальчик стримит до сих пор? Интересно. Да, Фазенда Петровна Гейминг. Да. Какой ответственный, какой молодец. Блять, на том же билде я поражаюсь. А вот к этому человечку заходил. Вот, он большой молодец. Очень упорный. В одном и том же положении. Я вот 8 часов назад или 9 заходил к нему на стрим. Он в одном и том же положении сидел, на этом же билде бегал карты. И сейчас на этом же билде бегает карты. У меня даже под этим стримом лайк стоит, блядь. Мое почтение.
молодым начинающим стримером. Как тебя зовут, Игорь? Гуннар меня зовут. Агуша, да, Агуша. Ой. Спасибо, что смотришь мои видосы. Так, а мы... А мы чё? Блять, чат обожаю. На твиче. Ну и свой тоже, конечно же. Чат на твиче обожаю вообще. Пацаны вообще, ребята. Блять, вообще разъеб. Так, сейчас приду. Еще раз пойду щи умою, потому что, ну, это ж невозможно. Такие люди долго не живут. Что это такое на вебке, блядь? Поставил картинку на перерыв на вебке, а ничего не изменилось. Так же жить нельзя. Ребятки, а кто шарит, что вот по утрам вот надо умываться прохладной водой? Кто шарит за это? Кто так делает? Есть такие? Подскажи, плиз, кто будет лучше как кликстартер? Оккультист, Кемпенник, Думал, Инквизитор, Спарк, Крит. Или какой-то другой дед? Оккультистка, ну какой-то, или какой-то другой дед. Или бабка другая какая-то. Я думаю, тот, кого в патче, блядь, не занерфят. Ты патч можешь поджидать? Ёбаные сырники, блядь. Ждите патча, заебали. Куда несутся эти люди? Вопрос о конфигурации компьютера от Valve. Допустим. Подробная информация, что, ебанутые, что ли? Вот. Так, на каком я аккаунте-то? Ой, есть. Мне там по почте написали, что я что-то выиграл на гонках. Я какой-то оказался супер шустрый. И мне дали что-то. Во-первых, мне дали что-то, во-вторых, надо проверить, миррор на стандарт пришел или нет. Дайте дату. Стандарт. Почему в пояс залочено 60 кадров? Он прога показывает, что в пояс 60 кадров.
компендинг понерфят. Возможно. И СРС, возможно, понерфят, и РФ понерфят, и дохера чего вообще понерфят. Неужто нехорошая панель NVIDIA ограничивает нам ППСы? И к чистоте кадров. Балуется сучара. Вертикалочку-то надо. Вообще надо поднять. Вертикально поднять. Вы, правда, не видите ничего, потому что это все на мониторе происходит. Так, нужен точный перезапуск. Ну вот я о чем и говорю. После патча уже будем обсуждать. Вообще надо поднять. Гав-гав кто, блять, это собачья газета какая-то. Писали, что зны каскада чар не будет накладываться на друг друга, как раньше. А это минус урон, как бы. Да, такое писали лет 10 назад, блять. И это уже давно понерфлено. Добрый вечер, приветствую. О, это... Ой, я, блять. А, это мой веном жир. Это мой веном жир. Тот самый. Что у меня пришло? Ирор прислали? Дайте инфу, блядь. Ой, я сейчас заебусь искать, да? Ирор прислали мой? Прислали, что? Это ж если на другом персонаже, это же не считается, правильно? Это на этом аккаунте я бегал или не на этом? Где мое? Где мои 3000 рублей, блядь? Которые лежат и ждут своего часа, пока я сделаю грязные дела. Нехорошие очень сильно. А ты, если что, поможешь с крафтом вещей на ВГ? Если его, конечно, не сломают. И если я узнаю, что такое ВГ, то, скорее всего, очень сильно помогу. А, ну у меня же жижа, да. То, конечно же, я очень сильно помогатор. Так, а почему фемка на стандарте? Понял? Вот она. На месте. Веселее вместе. Веном Гир. Так он сейчас не такой хороший, какой был. Что ты? Зачем тебе Веном Жир? Давайте зайдем на кого-то одетого и посмотрим, что нам за внешки дали. Собственно, чтобы оценить, для чего же бегали ёбаные гонки. Вот для этой, вот, блядь, жижи. Я не вижу ничего. Вот шлем я такой вот выиграл. Красивый, пиздец. О! Самона дали. Какого-то ебана, правда. Что это за самон из 2012?
Самона дали, и что-то... О, это что? Щит дали, смотри, какой пиздатый. Посмотри, это щит из набора вот этого призрачного зелененького. Вау. И Temple Weapon. Только с двуручными. Да, мне, короче, я выиграл Temple Weapon, вот этот щит и големчика. Ну, еще на самой лиге мы выиграли портал. При обуле ебальничек. Прикольно, что на внешку щита накладывается внешка кровавая. Это же вообще пиздец. Щит прикольный. Щит разъебный, мне такой нравится. Жирному нравится. Хотел на нем стартануть что-то. Старперы для КВГ. Vampire Guys. Что за хуйня? 5 экспедиций, потом фарм городов. Наверное, нормально. Кстати, я гонки отбегал 95 каждую, вообще ничего не дали. Ну, надо было быстрее качаться. Там же решает скорость того, насколько ты поднимаешь эти левелы. Такая вот хуйня бывает иногда. Мы теперь будем мухами в новой лиге с крыльями такими за дропы. Я не получаю дропы. Я все ради вас делаю, вы же мои хорошие. Я же вас люблю очень сильно, поэтому я дропы не получаю. Я бы дропы получал, если бы я одновременно сам стримил, а я не стримлю нихуя сам. Ой, сидел бы на Twitch дропсах сам, а я не могу во время стрима. Потому что это потратит скорость интернета, и у вас трансляция будет хуёвая. Я же не могу так с вами поступить, правильно? Да, веном жир приятненький, как всегда. Ну, мой приятный. Я уже не помню, как я его собирал, что я делал. Вещи упали, и стартанул уже поздно. Вот такие вот дела. Так, ладно, зашли, это приятно, конечно. Приятно. Иногда приятно. Иногда чуть-чуть приятно. Ждем, как нас будут напихивать говном. Рассказывать про такие классные штуки в PoE 2. Кстати, что у жирного по вкладкам? Что у жирного по вкладкам? Дропсы-то есть? Всегда есть дропсы. Я же аккаунт PoE подключен. Ну, в смысле, у вас есть дропсы на моем стриме. Аккаунт подключен. Хуйня, Доктор Хаус, вкладочка не открывается. Ругаюсь, блядь. Так, ага. Действо какое-то. Это одобрительно. О! 8-я серия вышла, да? Ля, разъеб, посмотрю сегодня Рика и Морти. Ну тут, конечно, тут, блядь, тут есть до чего доебаться. Тут, конечно. А ты фильмы, сериалы не через СХ смотришь? Что такое СХ? Спеллхаулер? Это из линейки, это я знаю, я линейджер. Что, блядь, такое СХ? Это супер хайдаут, в котором можно смотреть фильмы? СС и говно, вампирки нету в ПВЕ сосать, блядь. Хуя, 73 тысячи пацанов ждут, что скажет лысый, ебать. Получается, что у Ивангая больше смотрит людей, чем разрабов PoE? Вот так новость. Таб на СХ. Арит, блядь. Я хуриканы, если что. Тоже долгое ожидание без... Добро пожаловать на канал, спасибо за подписку, мое почтение. Подпишитесь по-братски на Фазенду Петровну Гейминг. Кому-то же на фоне нужны стримы по PoE. А я так полагаю, этот товарищ стримит всегда, нахуй.
Ну, вообще всегда. На СТД. Если кому интересен стандарт, он вроде шарит за стандарт. Вот. Вот такой колоритный мужчина сидит на фоне абсолютно прекрасного шкафа. Если хотите, конечно. Я просто за продвижение молодых стримеров. Находишь любой фильм, сериал на Кинопоиске, стираешь в строке .ру и меняешь на СХ и смотришь все бесплатно. Зачем, если я и так могу бесплатно посмотреть на любом другом сайте? Прикол в чем? Говорю, вдруг кому интересен стандарт. Меньше заморочек с поиском. Хер его знает. У меня нет заморочек с поиском, я Яндексом пользуюсь. И нейросеть все ищет. Да, мне особо, ну, я не попадаю на какие-то количества рекламы жесткие, максимум одна за фильм. И то не всегда. А в основном я пересматриваю старые сериалы, поэтому тогда еще рекламы не придумали. Но говорю, меня не напрягает просмотр для, ну, настолько, чтобы я начал искать какие-то решения невероятные. Ушее чмо, пиздец, блядь, как будто бухал всю ночь, ты посмотри. О, это нахуй, откуда это? Бать. Я монет продал на 10D. Чувачкам вчера, мое почтение. Hi, I'm Chris Wilson from Grinding Gear Games. Thanks for joining us for today's Path of Exile livestream. We have a packed show today, with announcements for Path of Exile 2, as well as the exclusive unveiling of Path of Exile Affliction, which launches on December 8th on PC and Mac, and on December 13th on console. Twitch drops are enabled on today's livestream, so make sure you follow the instructions below in order to claim your Huntsman wings. We'll start with Path of Exile 2, where Jonathan will walk you through our latest announcements. Mark will then take you on a deep dive into the new Path of Exile Affliction Challenge League, which launches in 1 week. Инфа по лиге. He'll cover the league mechanics, its rewards, some new content we're adding to the core Path of Exile experience, and some large metagame changes. I'll then show you our annual core supporter packs, and we'll head into our live Q&A session where Ziggy D will ask us your questions from Twitch chat. After the live stream, we'll drop the full patch notes. Ебать, крысы. I'd like to hand over to Jonathan Rogers, Game Director of Path of Exile 2. Hey guys, it's been a few months since we introduced you to the Druid in Path of Exile 2. But one of the things we're really focusing on now is how varied each of the classes feels to play. The Monk darts around quickly from enemy to enemy, building and unleashing combos. If he doesn't stay in combat, he loses momentum and has to build it up again. Приветствую. Комбо-систему, говорит, добавили. Нужно в правильный момент нажимать кнопки, иначе пробьешь The комбо. warrior, on the other hand, is like a slow but unstoppable freight train. A warrior commits to big attacks and relies on stunning his enemies to stay safe in the thick of combat. When an opening presents itself, a warrior can use even larger attacks to demolish his enemies. Говорит, вары используют медленные ебаные атаки, поэтому они долбоебы очень сильно уязвимы и во время нее будут unstoppable. The true damage potential of the Huntress is only unlocked when you learn to combine ranged and melee abilities together. И что-то сказал сейчас про хантеров, но я подумал о своем и не послушал. And then there are the spellcasters. The sorceress is a pure caster who much prefers to stay at range and drop powerful spells on her foes. If she finds herself surrounded by enemies, she would rather use an ability to escape than to take them on directly. The Druid is also a spellcaster, but unlike the Sorceress, he uses his spells as a means to support his melee abilities. And by melee abilities, we mean he can turn into a giant animal and rip his enemies to pieces. Друид. Двух кастеров показали. Один чистый кастер, второй гибридный. Кастер слэш миличные скиллы. Each of these classes feels extremely different to play, but we want to go even further. It's time to check out the Mercenary. There's not a job out there I won't take. So long as the pay's good and a crossbow can solve it. Показываю то, что показывали на YouTube. Новый класс.
Получается так. I'll take them all down, one bolt at a time. When thinking about each new class, we really try to think about how we can make combat feel different from all the others. For the mercenary, that difference is the crossbow. A crossbow is fundamentally different than a regular bow because it fires instantly instead of needing to be drawn back. This means that you need immediate feedback. Clicking the fire button should make the character shoot instantly, just like in a shooter. As soon as we experienced that, we realized that there are a lot of design lessons to learn from shooters, and so we fully embraced them. In Path of Exile 2, we have crossbows that work like sniper rifles, shotguns, Арбалетчик выглядит уныло, and assault пиздец. rifles. Ему, короче, дали 3 вида арбалета, которые имитируют But in режим order to really стрельбы get shooter-like обычного gameplay, we оружия. wanted to go further. In Path of Exile 2, we now support WASD movement. You can now walk around in any direction independent of aiming. In fact, if this is your preferred method of gameplay, you can use it on any class, regardless of what weapon type you're using. You can change between click to move or WASD at any time. Забавно. You can only hold 2 crossbows at a time, but Path of Exile 2 is all about interesting combinations of abilities, and this is where ammo skills come in. This is a burst shot crossbow, and right now I have armor-piercing ammo equipped, which makes it very effective when facing a group of enemies, since it pierces right through them. Bloody horrors! But there are other ammos too. For a bigger single target, it might be a good idea to switch to incendiary. The more projectiles hit the target, the stronger the ignite, so you'll want to get up nice, close and personal with this one. If you have a bunch of targets running at you, you might want to slow them down. In this case, you could switch to permafrost burst shot. Shooting a bunch of smaller enemies at range will chill them, and potentially even freeze them in place. Пока PoE 2 выглядит в Once точности you have как some frozen PoE 1, enemies, я though, не you сильно can switch back to впечатлен. armor piercing. Shooting a frozen enemy with armor piercing burst shot will explode the ice, Иконки doing a эффектов huge amount of даже те же. damage to all nearby enemies. Another feature crossbows have is attachments. This is a grenade launcher. As you can see, when I equip it, it appears on the underside of the crossbow. These attachments are just like skill gems, so you effectively get extra skill slots, and you can augment these with support gems, just like regular skills. Дополнительные линки, получается, дает дополнительный слот арбалета. То есть арбалет будет по These grenades дефолту take a из while to 7-8 explode, so линковых. it's a good idea to pair them with some kind of crowd control, like permafrost burst shot. Да, в игре, где надо нажимать 5 кнопок скиллов, очень хочется на ВСД передвигаться прям безумно. Прям без этого тяжело. А они, We судя have по other тому, что я grenades too, вижу, though. This attachment is a flash grenade. It does barely any damage, but it does a huge amount of stun. судя It по can be a тому, что great я вижу, opener они before you будут run into локации combat. строить так, чтобы вы на ВСД передвигались. Но оно не выглядит уныло, оно выглядит так же, как PoE 1. Просто здесь показывают, ты посмотри видосы Now, here's another attachment, 2012 an oil года по grenade. PoE 1. Firing one of these grenades То же coats the самое. ground and nearby Когда enemies еще in ничего oil. нет в игре, Oil slows enemies down, so it's another патчей useful crowd много не control прошло mechanic. и так далее. Там тоже бегает инквизитор, что-то с палкой кидает огненный шарик один, блядь, в 2 Now, мобов. another thing that oil can do is be set on fire. Any burning enemy or explosion will ignite the oil, causing extra burning damage. Не забывайте, PoE 2 теперь заявлен как Souls-like игра. То есть битвы с боссами будут типа уворачиваться, что-то One of the мыслить. там. problems with burst shot crossbows is that each pellet doesn't do much damage individually. This means that if enemies have armor, then it will be very effective preventing that damage. But thankfully, you can equip an additional crossbow in your second weapon set to deal with the Меня weaknesses of your primary больше weapon. густит, что у него нет This никаких is a банок rapid shot интересных. crossbow. Rapid shot is great for closing on всего enemies увиденного. because you can shoot while running. In Path of Exile 2, we now have the ability to allow you to use some skills while moving. Being able to create skills like this opens up a lot of new design space and allows us to really increase the pace of combat. Они молодцы, конечно, что отчеты делают по PoE 2, но всем похуй, потому что PoE 2 еще пару лет нам, нет смысла даже зарекаться на него. The armor-piercing version of Rapid Shot slowly erodes a monster's armor. Once the armor is fully broken, you can easily switch back to Burst Shot to deal much more damage. Это да.
Мои слова до Крису Буша, сейчас бы, блядь, у Поя онлайн на твиче был не 100 тысяч, а 10 миллионов. Но в ушах у Криса Изеран сидит, поэтому удачи. Using permafrost ammo with rapid shot is also useful if you need to retreat. When you shoot the ground, it creates ice crystals. Приветствую. If you draw monsters back over these делишки? crystals, they explode, chilling the monsters. It's great if you want to set up a safe zone before pulling the next pack. Slowing enemies down can come in handy if you want to use the incendiary version of rapid shot. Using this skill requires that you charge up a little bit before it fires, but as it continues to heat up, it will do more and more damage. It has a really large clip size, so you can just keep firing and firing with it. But the other really useful feature is that when the crossbow is heated up, it adds extra fire damage to any grenade that you launch. Пока живем. Худо-бедно, но живем. Now I've been using explosive grenades here, but it will work equally as well with Ебать, flash or oil представьте, grenades на too. стриме Крис Уилсон If you use it скажет, with oil grenades, the oil больше will мы не catch fire будем immediately. банить аккаунты игроков за РМТ. После этих слов вы ни одного билда больше не увидите. Вы будете видеть какого-то РФ, одетого на 20 хаусов, который фармит экспедицию нахуй 3 месяца подряд. Another crossbow type that you can find is power shot. This one works just like a classic sniper rifle. Use it with armor-piercing ammo and it will penetrate armor on давай targets. следующую лигу So it's a good idea тетовода. to use when something's А really только tough. парочку подписчиков порадую, которые долбятся с пэтами. Остальные-то несчастны будут. Если петов достаточно апнут, то Now почему this бы и skill has нет? another interesting interaction with Пока что armor из break. петов If an enemy только has its СРС armor более-менее broken, then your нормальный power вариант, shot а я не hits a хочу на weak этом spot дерьме and does a играть. huge amount of single Такое target говна мне не damage. нравился With a bunch никогда, of всю extra жизнь stun for good избегаю measure. его. Вот эти все скиллы, которые стоят на одном месте накастовывать. Что вот этот скилл, где огненное кольцо у тебя расширяется, а Now, потом the взрывается, incendiary что version of СРС power shot никогда is не more like любил. a rocket launcher. It does a big explosive blast at a distance. Говорят, арбалеты заебатые. 3 штуки добавили. Полгода они работали, говорят, вот у нас есть 3 арбалета и 3 колчана на них. Вот такие мы классные. Такими темпами мы лет через 10 One of the только really Поя useful увидим. features of this version is that you can explode any grenades that happen to be on the ground. Гранаты, говорит, кидать можно. Как в Call of Duty говорит. Ну, котелок, конечно, шикарный у персонажа. This combo also works really well with incendiary rapid shot. I'm going to charge up the heat on my crossbow, shoot out a bunch of grenades, and then start the fireworks with a power shot. Да. Никто ж не будет одевать миллион статов и просто одной кнопкой мыши все убивать. Будут бежать, менять арбалеты, что-то кидать гранаты, конечно. The ice version of power shot creates frost walls at a distance. This is great for crowd controlling monsters in tight passages. О, The wall segments have other uses too. If they get destroyed by monsters, then they will explode, doing a small amount of нихуя лед damage. как хорошо выглядит. Но сверху покрыт снегом, типа такой, ну, заебатый. Не как обычно лед рисуют, ебаный какой-то, нереалистичный. А видно, что от него холодом прям веет. РФ будет в Поя 2? И как будет Now, выглядеть, remember если that будет? burst shot combo with frozen enemies we did earlier? That works with ice walls too. Let's put burst shot back on. Now I can fill up this area with ice walls, then shoot them with armor-piercing burst shot for a Я huge думаю, amount о of Поя damage. 2 слишком рано думать. Графон приятный там, да? Такой же, как в Поя 1, конечно, приятный. Чтобы ему плохим быть. Alright, it's time to face the boss for this area. Let's see how we fare against her with all the Судя по skills тому, I've что я shown you вижу, so берите far. свой FPS, который у вас, и вычитайте из него 200 FPS. Потому что вот эти все эффекты, которые они 100% не оптимизируют нихуя, потому что спешат очень сильно. Будет еще хуже, чем в Делириуме, блядь. Блядь, босс прикольный, пиздец, вообще безумно.
Очень крутой. Два меча складывают в ножницы, это пиздец оригинально. Почему никто об этом раньше не додумался? Единственное, что мне нравится в PoE 2 очень сильно, это вот дизайн боссов. Я смотрю, вот на какого уже босса нам показывают, 3-го, 4-го. Это пиздец забавно. Но этот босс очень похож на Виктора из Dead by Daylight. Спавнит мелкого типа, там что-то. Такая же толстая бабка. Но прикольная. Как будто Батчер тебя в Диабло нагнал, да? Детишек вызывает. Блять, я озвучен прикольно. Не, босс зачетный, пиздец. Я бы нарезку посмотрел, где игроки отличают от этого босса. Пирсинг шот. Как в аниме выкрикивает суперудары, это классно. Если будет кричать Розенган, да я покупаю. Но графика поприятнее, чем в PoE 1, а по оптимизации даже на их заметно пару просадки FPS, да, есть такое. Понятно, что графика приятнее, чем в игре 2010 года. В игре, которая выйдет в 2025-2030. В Ведьмаке тоже приятная графика, которая одна из лучших в мире, и даже на слабых ПК 144 FPS. Что такое оптимизация? Заставку эту обожаю, пиздец, она просто безумная. Ух, сука. Хорошо. Заставку точно минимум год делали. We're going to be showing off a lot more about Path of Exile 2 as we approach its beta, but in the meantime, we've got a Path of Exile 1 expansion coming out next week. I'm going to hand over to Mark, also known as Neon, to show you what's in store for PoE 1. Thanks, Jonathan. Well, let's just go ahead and get straight on into it. Here's the trailer for Path of Exile Affliction. Важный дядька. Affliction. Something moves in the mists. Нахуй, пацанов с чата. Something sinister. Thorn. Rot, plague, and claw. The affliction spreads. It hungers for more. Folk-хоррор какой-то. Tread lightly in the wildwood, which shifts and bites. Accept our help, the ancient power of the Asmiri. Новые деревья по скиллов добавили дохуя. That yearn for freedom. Нихуя себе. And the heart of evil that waits in the dark. У типа ебало изменилось на голый череп. Return ультиматум. Они возвращают старые лиги как дополнительный контент. Вдобавок к новой лиге всегда. Чат, чё с чатом? Кто по ультиматуму скучал? Чат в ахуе. Let's go, ультима. In the Affliction League, you will encounter sacred wisps, which beckon you to enter overgrown passageways that lead to the Viridian Wildwood. A vile affliction has covered this forest with a foreboding darkness. You will need to uncover the forest mysteries to put a stop to the source of the affliction. As you approach the darkness, the wisps burn away its affliction. Make sure you tread carefully, because they only have a limited amount of power. But be warned, the darkness is full of cursed monsters that emerge to kill you. Лимит силы, которая темноту разгоняет. Она As you explore, заканчивается. you might see other types of wisps trapped inside the darkness. The Wildwood is trying to guide you towards clues about its affliction. Follow the trails of wisps by collecting them, and you may uncover many different secrets. New characters to find, shrines, boss battles, and all kinds of new encounters are lurking in the forest just waiting for you to discover them.
Духов надо There are собирать. many rewards to earn for those brave enough to seek them. Это боссы, алтари, хуилтари. Масочка When the новая. sacred wisps run out of energy, they will return you back to where you came from. Any other types of wisps you have collected will return with you to Rayclast. Все, что ты соберешь, духов, These они wisps, having been вернутся saved в from the рекласт и affliction, бафнут disperse мобов. into the environment and inhabit randomly chosen monsters in the area, increasing their power and also their rewards. Ну, награды и The силу different types of wisps бафнут. have different effects on monsters. Это And как sometimes эти more than one type will inhabit a single monster, making the fight even harder and even more rewarding. хранители, которые If летали this с happens нами, to a boss, бафали, you could be гварды. in for a tough fight. Типа But if you того, can только на overcome всю it, карту your работать efforts will будет. not be in vain. Primal Wisps grant an item rarity bonus to inhabited monsters. Wild Wisps grant an item quantity bonus, and Синие Vivid Wisps cause them to rarity, drop currency фиолетовые items. quantity, ну If a увидите. monster gets all three types, they'll Желтый drop more отдельно для items of a currency. higher rarity and a lot of currency. Ебать, это для МФов и While ребята. exploring the Wildwood, you might find some of the last few Asmiri wanderers Если who MF have сможет managed to эту survive локацию in the чистить. forest since it was cursed. Если сможет. Each of them have different survival specializations, and they are willing to teach you if you agree to help them defeat the source of the affliction, Новые the King in the специализации. Mists. Choose which of the Asmiri that you will complete quests for to unlock one of 3 new Ascendancy classes, which you can have in addition to your Новые regular Ascendancy Ascendancy классы. class. Up to 8 points for these classes are unlocked as you complete more quests for the Asmiri you are training under. The Warden of Eves can teach you to become a Warden of the Magi, a powerful class that takes advantage of wilderness knowledge. A Warden of the Magi can learn to use tinctures which coat their weapon, granting various powerful effects. Тинктурас to weapon. You can equip tinctures in your flask slots and toggle them on and off at will. You can only have one Масло enabled at a мазать на time, оружие. but the effects are quite conditional, so you may want to have more than one equipped and swap between them during combat. For example, equip the Ironwood tincture to gain the benefit of always stunning enemies on full life. Ведьмаку заплатите. Tinctures can also get random mods. Пюрешкой с This one in котлетой. particular adds stacks of wither to targets on full life and steals frenzy charges on hit, Дебаф which хуйня. makes it great as an initiator. When you are fighting rare monsters or finishing off tough bosses, you will want to swap to the Oak Branch tincture, which grants Culling Strike, increased damage against enemies on low life, Но and есть has a масла, chance to которые steal a mod добивания from rare дают. enemies you kill. Мое почтение. You can buy more tinctures from the Warden of Eves using Primal Wisps when you find her in the forest, so keep an eye out for her. As a Warden of the Magi gains more Ascendancy points, they gain access to more skills that let them further specialize in tinctures. For example, Nature's Concoction allows you to invest in having your tinctures enhance your flasks. This Ascendancy skill makes it important to think about which slots your tinctures are placed in, and what flasks they are adjacent to. You will have better uptime on those flasks and they'll be stronger as a result. But there are plenty more skills to choose even if you don't want to engage with tinctures. For example, another new ability to unlock is Barkskin. Гран level 20 варвара скилл. It's a reservation skill that causes bark to grow all over your body, increasing armor. As Резервация you take скилл. damage, the bark falls off, increasing your evasion. Over time, the bark will grow back, removing the evasion bonus but increasing your armor again. Дает армор и evasion. The Breaker of Oaths В can общем. teach you to become a Warlock of the Mists, an Ascendancy class specializing in the darker arts of the Asmiri. У каждого из них разные 3 One powerful ascendancy. ability you can choose is Blood Hunt, which grants an active skill called Ravenous. Каждая ауры дает какие-то. This skill lets you see what type a monster is under its life bar, whether it is a demon, beast, undead, construct, or humanoid. Consuming a corpse with this skill gives a buff to damage against that type of monster and reduces damage taken by it. You can only have one type Добавили active типы at a time, мобов. so it's a good idea to choose wisely for the area that И you ты are можешь in. какому-то типу мобов получить... Some bosses, like the Maven, are eldritch in nature and don't conform to the regular corpses that you have access to. But don't worry. The Breaker of Oaths has a shop where you can trade Off. wild wisps for corpses that you can place on the ground wherever you are. На боссов можно тоже делать эту штуку. Buy an eldritch corpse and you will be able to get the bonus while fighting eldritch entities like the Maven. Чтобы бонус получать вот на моего, You may например. notice that Нихуя most of the себе. corpses he Это sells are очень not круто. monsters you normally encounter. Это очень You круто. might want to try turning some of these corpses into specters, to take advantage of some of the unique abilities that these monsters have. Нихуя. Боссы спектры?
Интересно, на них работают ноды на миньонов? The Warlock of the Mists gets access to many other abilities. For example, there is a trio of curses that you can pick from. С Мэйвен бегать, прикинь. One of these curses targets your minions, giving them life degen and making them explode for massive damage when they are near death. Гвардов только можно, скорее всего. One of them prevents enemies from dealing damage for the Вафель latter Пенник portion Дума. of its duration, which is quite powerful against bosses. This curse creates the interesting build decision of whether or not you should хотя increase нет. curse duration or Их reduce нельзя it. будет так использовать, скорее всего. The final curse is a mark that causes enemy phantasms to be spawned when you hit the marked enemy. These phantasms aren't on your side, so they work well with on-hit and on-kill trigger effects, for example. Но меткие проклятия, которые придется использовать самому, это не очень The Primal хорошо. Huntress can teach you to become a Wildwood Primalist. Unlike the other new Нажимать ascendancies, кнопки the мы не Primal любим. Huntress lets you customize your tree. Чарм-сакеты. Просто дает дохуя чарм-сакетов. Что You чарм-сакеты do this with делают? charms that you can buy from the Primal Huntress for Vivid Wisps. Charms have randomly generated mods which give onslaught. stats from regular ascendancy classes, allowing you to create your own hybrid ascendancy class. Это очень прикольно. Вот эта Charms девочка are очень magic items that are прикольная. aligned with different attributes. So, for example, Fortify this and Ursine slot. charm is strength aligned and has gotten the melee hits have a chance to fortify stat from the champion, and the ability to stop your movement speed going below base from the Juggernaut. This interline Corvine charm lets you get the stat that makes your consecrated ground effects linger from the Inquisitor, and the effect that makes cursed enemies explode from the Occultist. Some of the combination of mods that you might find for sale on charms can be extremely powerful, so keep a lookout for the Primal Huntress's shop even if you are not playing as a Primalist. As a Primalist, you also get access to a few other interesting abilities. Use Warcries next to corpses and they have a chance to drop an extra item. Ебать, It как opens в nearby Diablo. chests too. The Ебать. Primalist also gets access to a small extra backpack, just Их, in case you конечно, find вот yourself это вот needing to cart жажда more items to добавлять town что-то, что during your будет map открывать runs. сундуки, это, конечно, разъеб. О, дополнительный сундучок. If you are unhappy with the class you picked, or you just happen to find a really great item for another one of the classes, you are able to change which class you are using next time you find one of the Asmeri Wanderers. Just remember that you will have to do their quests in order to gain the ascendancy points for that class. These quests will lead you towards the ultimate goal of the Asmeri, finding the King in the Mists, defeating him, Что он and сказал, cleansing the мы forest of ascendancy its поинты affliction тратим, once and то for есть all. жертвуя своим ascendancy. There are new uniques to find, rewards to claim, and new ascendancy classes to master in the Affliction League. Если так, если они Now that берутся we've вместо covered what's in своих the league, ascendancy, тогда let's talk about выглядит some of the слабо. changes you can expect to the core game in 3.23. For a start, Ultimatum is finally going core. When talking to players at ExileCon, it was the #1 feature that people requested. When playing through in-game maps, you may sometimes encounter the Trial Master, Дополнительное. who offers you a За choice to отдельные undertake a очки. deadly Val trial in exchange for great rewards. If you defeat the trial, he offers to go double or nothing with you. Do you Так take это ж the risk просто and go доп. for an even скиллы, better это ж reward, or do you неполноценный take the winnings you ascendancy. have already earned off the table and go home? We've done a full rebalance of Рассказывают, как Ultimatum работает and have ультиматум. added Я many думаю, new тут все mods and знают. rewards, including both new and reworked uniques. The base number of rounds for an Ultimatum trial is now always 10, with a chance to spawn the Trial Master boss fight on the 10th round, if you are able to make it that far. As part of 3.23, we have also removed Metamorph from the game. All the Catalyst rewards from Metamorph have now been moved to be rewards for Ultimatum. We have also added a new Val-themed Catalyst that works on corrupted items. As is normal Каталисты for на most коррупченные content that gets предметы. added to endgame, we have introduced new Ultimatum passive skills to the Atlas tree. И добавили One great ультиматум example is the в Atlas Keystone 3. Grueling Gauntlet. It makes Ultimatum's last Попробуем 3 ворваться, extra значит, rounds, в фарм but you ультиматума. cannot Это choose будет the прикольно. modifiers, and it prevents the final Trial Master boss fight from spawning. The level of challenge becomes extreme during the last 3 rounds, and not being able to choose the modifiers makes it even harder. Я не помню, The что босс rewards are ультиматума insane, делает. and for those with very high-end characters, it might be a bet worth making. There are lots of other Atlas passive skills you can pick from for Ultimatum, so choose wisely. Ультиматум была Now, одна из it's лучших time to лиг talk about one of the largest metagame для changes we've добывания ever made. куренси еще на актах. There were В 3 ультиматум systems in Path of заходили люди, Exile that were пока all trying проходили to subtly акты. modify the behavior of skills. These were alternate quality Быстрые gems, алхимки, labyrinth быстрые helmet хаосы. enchants, and unique threshold jewels. We've combined all of these together to create a new system called Transfigured Gems that allows us to fully achieve the goal of these 3 systems and then some. Transfigured Gems are alternative versions of existing skill gems that have different functionality and balance from their regular versions.
We have added a huge number of these with interesting variations that drastically change how existing skills play. For example, Frostbomb of Instability. It changes it from a cooldown skill that you can cast occasionally for a large explosion into a skill that you can cast continuously, but deals less damage and doesn't apply cold exposure. It changes the role of Frostbomb from a utility skill into a main damaging skill. Another example is Detonate Dead of Scavenging. You can't use it on corpses that were created by Desecrate or Unearth, but in exchange it does a whole lot more damage. You won't be able to use it as your main reliable source of damage, but it's a great skill to use as a Falling utility to get some extreme burst damage. Raise Zombie of Falling. Instead of raising a zombie from a corpse, you summon them from mid-air. They fall to their death, dealing AoE damage where they land. While this sounds like a physical damage version of Firestorm, you should consider that it scales with minion damage and also triggers on-death minion effects. Blight of Contagion. This version of Blight is now spread by Contagion, so you can use it as part of your Essence Drain build. We have a huge number of these. Transfigure Firestorm into Firestorm with Meteors, transfigure Blade Trap into Blade Trap of Greatswords, transfigure Barrage into Barrage of Volley Fire, and so on. There is a lot to experiment with, and we look forward to seeing what builds you can come up with. But how do you get Transfigured gems? The Divine Font at the end of the Eternal Labyrinth has been changed to a gem crafting device that can modify your skill and support gems in a lot of new ways. One of the options you can now choose is to turn a skill gem into one of 3 transfigured gems. But that isn't all the Divine Font can do. It has a lot of other gem crafting options you can use. For example, you can add quality to gems, add experience to gems, sacrifice a gem for 1 or more treasure keys to open Azara's chests, and you can even exchange support gems for exceptional support gems like Empower or Enlighten. These are just some of the options you'll find the Divine Font is now capable of. In order to replace the rewards in Heist that previously gave alternate quality gems, we have done a rebalance of the rewards of Heist as well. Experimented base types have been rebalanced, new replica uniques have been added and old ones changed, and we have increased the amount of currency from display cases as well. Дропсы со стрима Разрабов только на стриме Разрабов, если что. Это необычные дропсы в игре. In most cases, they will be significantly more powerful than before, and also more interesting. Overall, this is one of the largest metagame shifts that we've ever done. Вот что вы There are должны so понять many из crazy этого. new skill combinations to plan around. Нам So we добавили expect to see some безумное really interesting new количество builds. комбинаций скиллов очень странных. Next up, I'd like to hand back over to Chris to talk about the new supporter packs. At this point, we'd usually talk about the League supporter packs. We're doing things a bit differently this year. Rather than releasing League supporter packs today and then our annual core packs 2 weeks later, we've combined it all together into a strong set of core supporter packs that will be released alongside Path of Exile Affliction next week. The series contains 5 packs, each with its full value in points and a collection of exclusive cosmetic microtransactions. The higher packs contain physical merchandise. We'll unveil the full details of each of the packs at release next week, but in the meantime, here's a sneak peek of some of their exclusive cosmetic microtransactions. These packs will be available for purchase when Path of Exile Affliction launches on the 8th of December. Thank you so much for your ongoing support. Нихуя себе. Ебать кайф. We're just about to start the Q&A with Ziggy D. Afterwards, Нет, we'll там в post Path of конце Exile еще вроде Affliction's full будет. patch notes. После Fuck With the You. release at the end of next week, our community team will be posting crucial information you'll need for Affliction's release. Нихуя Keep an eye себе. on the news. On Да я release weekend, ебу. we Нам expect to добавили launch the new 600 mystery новых box and скиллов, this я season's откуда знаю. Kyrix Vault Pass. Патч Thanks for не joining us было. today and checking out our latest developments. We're looking forward to exploring the Viridian Wildwood with you next week. We'll begin the Q&A shortly, so please get your questions ready. Вот следующее. Какие-то вопросы. И последнее там тоже что-то связанное с лигой. Что это сейчас была за хуйня безумная? В лабе появится лаба, в которой можно менять скиллы. Все, и активные, и пассивные, на 3 уникальных каких-то эффекта скилла, блять. То есть зомбовод может превратиться в чела, который кидается зомбями с неба, как кор скиллом, типа, блять. Работать ли на эту хуйню миньоновые статы? Вообще, нихуя, я вообще не могу переварить, блять. Выглядит хорошо, но на деле может оказаться, как всегда, залупой. G'day, Ziggy D here, folks. Exiles, welcome for a giant jam-packed Q&A after a huge reveal session. We have here today Chris, Jonathan, and Mark
3 for the price of 1 this time around. Not just Chris. На вопросы Welcome, отвечать folks. будут. Блять, Крис Thank you сидит very much, счастливый. Yeah. Cheers. Very much. Excellent, folks. We're going to be moving through things in rough order that we saw Криса things это today during the круглеет reveal. So starting маленечко. with Path of Exile 2 and then Атлас-то, moving through блядь. some of the new Path of Exile 1 features. So get those questions in through Twitch chat and we'll sprinkle those in through each of those various sections. So first, let's talk about that new movement Отвахуя. scheme that was revealed with the new mercenary class. So we have the new WASD Так это ж movement. хорошо. And does this alternate control scheme work with other Игру надо classes ломать, and чтобы builds, посмотреть, or is что it mainly выйдет вообще intended с for like этого. this shooter И mercenary самое style? хорошее оставить потом. So when we put it in, I was totally thinking that it was going to be something that you'd want to use with ranged characters way more. But actually, when I tried out some melee stuff, Где I was pretty sold on расписание? it, actually. It was better than I was expecting. There's still a few tweaks to do to make that perfect internally, but like, yeah, it's pretty awesome. So I think I'm probably I think I'm going to be playing that way myself, actually, even though I was a bit of a skeptic at first of WASD for Где for расписание melee. этого стрима? I think it is good. Как But называлась we want to make последняя sure that рубрика, everyone которая understands that you после can change ответов from на one to the other вопросы whenever you будет? want. It's just one of those things that, you know, yeah, like some people may prefer it, some people may not. Вау. But yeah, I'm really enjoying it. WASD rather feels pretty good to me. Yeah, I was Они pleasantly обязаны surprised, to be выложить honest. Like, I've, you know, список died всех, hard action RPG, во-первых, Diablo 2 era kind of guy сенденси с myself, описаниями, but for some reason the WASD во-вторых, stuff just список feels really всех natural to камней play. I guess it's, you know, и все вот background эти and clan and that kind of thing. альтернативные That виды first камней. moment you use it, it's a little bit jarring Иначе это because супер тильт. W is now not a skill, but once you can get beyond that, it is like very, very fun to play. It is actually funny. Можно пофармить будет ультиматум, Loaded up кстати. the PoE1 Можно client будет again записать видосик, recently, and like I was освежить immediately pressing WSD, like, oh shit. Yeah, You know? ультиматум. keep doing the exact same thing. Yeah, exactly. But I also keep trying to dodge roll as well. Yeah, so yeah. Освежить ультиматум That's в no памяти problem. людей. I was going to ask then, can WASD movement be added to Path of Exile 1, or is it exclusively a PoE 2 feature? It's probably going to be pretty hard to add it to PoE1, and the reason would be because the number of animations you need to support like arbitrary directional movement like that is really high, and the rigs in PoE1 are so old that it would be really, really difficult to add. So I think it's probably like quite unlikely. And just in general, Да the похуй, animation stuff сколько that бы we're их не doing in было, мне PoE2, нужно like it's just описание a different каждого level. скилла в So любом it случае. was like okay, I'm not going to say easy, but происходит? it was easier to add it in PoE2 than it would have been in PoE1 by far. So yeah, for now I'd say it's going to be PoE2 only. Mm-hmm. How have you found hotkey usage and things like that while moving around with WSD movement? So basically, one thing it does do is like, so it's definitely a thing. But what personally what I found is that so you've effectively got the left click freed up, you know, to put a skill on. So you've kind of got like sort of you can have like sort of 3 major skills on mouse, and then having other stuff on the Лего keyboard. не It works заходить ни pretty в well коем for me, 'cause the случае в stuff that I чат. put on the keyboard at least tends to be the sort of more rarely used stuff. They're still like commonly used, but still a bit rarer. And so it wasn't too bad. I found it okay. It is a concern for sure. Никто Like I не помнит, suspect как называлась that like последняя there might be a тема few builds трансляции. that would be Там a тоже bit что-то по harder to do лиге, that по way, but фликшу. you can always use the other control scheme if you want. But it's working really well for what we were doing there. Вот эти And вопросы, how well does нахуй. this translate to controllers then? You would think it'd be perfect for twin sticks. Про джойстики It is. So спрашивают, блядь. we have also implemented so that the right stick you can Я use to aim грибной which крем-суп direction that you're готовлю going in как on controller, шеф-повар, нахуй, and если it чё. does work Получилось well there. просто вот так. There's like a bunch of other controller stuff that we've kind of been fiddling around with, trying to get that better. But yeah, it definitely does help in that Мне direction as надо well. будет Plus, после it этой just kind of makes трансляции movement. Like, there's actually доспать stuff even with твое, click to move that we can потому use. что если я не We can досплю utilize the по fact that we've тренировке, got сегодня обосрусь. the ability for the character to face a different way than they're walking. That actually makes there's some cases where we can make the click to move stuff look more natural as well. So there's a little, it's kind of minor stuff, but like, you know, the animation does look actually better for click to move too due to that. And what sort of skills can you use while moving? That was mentioned that some will be kind of like functional in that way. Yeah, so we're still like going through and thinking exactly what Да, we want to do оно there. But the самое. basic thing is that you definitely want to have, I think, for each Какого-то build, осла a few диабетика, потому skills что that you can белая. use in that way, because it does make combat feel faster when you can kind of be doing stuff on the way to the next monster, this kind of thing. It just kind of improves it in a way that once we tried it, we were just like, wow, that's actually really cool. So yeah, it won't be like everything, or like a Из lot of the лаза time у I меня think ощущение, what we're как будто doing я is с цветами взял и закинул. getting the
like we can shorten the windows because we've got this ability now. We can kind of shorten the windows where you're not allowed to move, where there's like movement locked out. Пытаюсь вот эту вот skills as well. So, опухоль like, only, разбавить right near чем-нибудь. the contact point, do you actually have to stop? And then for other skills, we can do them completely while you're moving. So you know, like some of the skills that you might want to spam in some cases, things like that, it can be okay. So I'm not going to like give you a list or anything, but yeah, we definitely want to have making sure that each build has skills that you can do while moving available, so that you can kind of utilize the time when moving between packs to be. Skills that incorporate more movement or even play with the lack of movement, like planting your feet. What was that? Sorry? Oh, sorry, I didn't hear what you said. I think Discord. И жрать соленого помогает, блядь. But yeah, the other thing as well is that воздуху is another question people have asked is like, how does it work when you are using click to move? And the answer is honestly pretty simple. Like you click where you want to move, and then you move the mouse and use the skill in the other direction, and then your character will just not be interrupted the move. They'll just keep moving while you shoot in the other direction. That does work. Like it is technically like, I mean, it takes a bit more mouse movement to be able to do it if you want to move while you're doing it, but it does work. So there's no technical disadvantage there other than just, I mean, effectively what you're doing is it's like what the same exact motion you do if you're stutter stepping, except that you're able to actually move at the same time while you're doing it basically. Yeah, you effectively like queue up a move command. Пока они пиздят, посмотреть. Про Divinaris мы уже говорили в группе. Do you find that this is... What's that? I was saying it's like lower APM stutter stepping. Тут жижа какая-то. Do you find that this is like opening up a lot new design space for you with skills then? Because this is like a new way of thinking that you haven't really had access to in terms of skill design now. Sure, there's definitely a lot of stuff. Like, попасть в хорошую болванку тяжело really будет. Explored all the repercussions on other builds as much as we would like to yet. Like there's a lot of stuff to change here. Это имба. But yeah, as I said, once we tried it, it's just like, yeah, we need to be exploring this all throughout. Прикольно для гэмблинга штука. We can take advantage of it so it feels as natural as possible when you've got like direct character control like that. What we're finding где на форуме где-то надо искать. The overarching goal with the new characters in Path of Exile 2 is that each one plays entirely differently. We're releasing 12 games in one where you can play an entirely different style with each character and feel compelled. Now that you've tried a mercenary, you want to try another one, for example, because you're going to get a different experience. And this means that Jonathan's team is pioneering these new things like the WSD controls, using a class as an example. Like the mercenary is the canonical WSD control one because of the crossbow stuff feeling like a gun, and then the fallout from that, of course, is then it benefits all the other 11 classes and millions of different play styles. And that kind of falls through afterwards, and we get time to experiment with how it actually works on those classes. At the risk of going like off topic a little bit, I already noticed in previous reveals that like the melee stuff is getting a lot more fluid with a lot more movement and stuff like that. But a lot of that was a kind of pre-scripted but modifiable movement. After the fact that you like whirl and change direction a little bit like that. But it seems like now even you might even be able to have things like your character's able to do a cleave while taking a couple extra steps. Петровна Гейминг, like если что, подпишитесь обязательно. It's going to change gameplay a lot from Path of Exile 1 to 2. I think it can, but we do have to be careful. Like, I don't want the feeling of just complete floatiness. Like we don't want, like I wouldn't want it so that every skill you can just do without like while moving arbitrarily. Like it needs to still feel like there's at least some amount of the animation where you're kind of like locked into that little bit. So for something like cleave, for example, what I do is I have it so you can kind of step into it and then you can move really quickly after the slash. But the actual slash itself, you need a bit of that sort of like locked in just so that you got something going on there, because otherwise it'll just feel like you kind of don't really exist. You're just like floating around, kind of not really doing anything. So that's a little bit vague, but они еще не оформили нихуя эту страницу, они будут сюда добавлять интерактивные объекты. У тебя что, рекламу купили? Да. Рекламлю члены. It would feel real floaty, and I don't like that either. So it can be a little bit of an interesting one. You have to really look at the feel of every single skill and kind of get the timing windows exactly right for everything to be able to make it actually feel really solid and good. But yeah, if we're doing our job right, then every class should have quite a distinct Пока они пиздят, давайте посмотрим действительно что-то важное. I get what you mean. Like once you have more movement, that's when you can start playing with like, okay, in what situations do we stop movement? Like I noticed with the crossbow, for example, the character planted their feet for the shotgun shots especially, and that made that look and feel a lot more impactful. So that's by design. Защита от надетого нательного доспеха удваивается, если в нем нет размещенных камней. Латунный свод одеваешь без линков, шестилинг держишь в пухе, и у тебя 400 тысяч дефа. 25% максимума здоровья, если в перчатках нет сакетов. Ебать. 30 бега, если в сапогах нет. 30% бега, если в сапогах нет камней. Карл, нахуй.
even like there were like the mechanical ideas of like having ammos and stuff like that for the crossbows before, but I don't think we'd quite yet nailed the kind of like how is a crossbow actually going to feel really different to play than a bow. And it wasn't until I sort of made the observation that hey, you know, like if we're like a crossbow, like if you pull the trigger on a crossbow, it needs to fire instantly. We should be putting the contact point literally at 0 on the animation. So this is a bit of a technical term. Like забавно, почему не 100%? Point where the damage happens, etc., etc. Нихуя тут есть, конечно, интересные штуки. Like what kind of things А тут с трупами. need to change? And we actually found there was like a grab bag. Like as soon as we did that, there's like a grab bag of issues that we. Умение ненасытность. Topic, but it's like Умение расходовать здоровье вместо маны. Умение удерживать здоровье вместо маны. Удалять всю ману. 30% увеличения эффективности удержания здоровья умениями. Мне интересно, эта штука будет работать с аналогичным спеллом в дереве? И если да, тогда эффективность удержания будет весьма приятная. Только она не дает максимума хп, так что такое себе. And that it turns out all objects when they're created appear 33 milliseconds late from when they actually render. Увеличивает максимум здоровья вместо максимума энергощита от надетой брони. И минус 6 максимум здоровья за уровень. На сотом, то есть вы получите минус 600, и на броне можете иметь в теории сколько-то там. Блять, это жижа. There was a lot of наверное, technical improvements that had to happen in order to make that stuff. Not to even mention the whole like WSD and all the animation system stuff. Я не уверен, что оно будет работать как написано. So I'm really glad to remove a lot of jank that existed that we hadn't noticed before because проклинает все цели в области, сначала не оказывая эффекта, но по прошествии 60% длительности умения не позволяет им наносить урон. Yeah, it was pretty crazy during the development of this stuff. Накидываешь на босса, и он половину времени не наносит урона вообще. Вообще 0 урона наносит. So on the crossbows, I noticed that they have the new like skill bound to the weapon thing where they fire differently. So you have your shotgun crossbow. Эта штука фантомов создает вокруг врага. Are we mostly going to be modifying those primary skills, or are there going to be other primary separate skills? Хуярят. That or just kind of more ammo types that ребята, modify конечно, the base очень skills. интересные. Но нам попозже они пригодятся. Увеличенный на 20% урон, не больше 20% урона. And so those basically are effectively skill gems, except that you equip them where you'd equip a quiver instead. But they have support gems and everything like that. And effectively, whenever we want to have a crossbow skill, as it were, что хотелось бы, но primary firing types, then that'll be where тут есть за что зацепиться, но хуй его знает. Они показали самое сочное, все остальное выглядит не так хорошо. That you can attach to your crossbow. Так. I know someone made like a bayonet at one point. I'm not sure how we're going to use that, but I don't know if that one will actually be useful, but we'll see. Ваши боевые ключи открывают сундуки, вытряхивают дополнительные предметы из трупов. Доп. Предметы из трупов — это очень интересная механика. Может получиться так, что вы вшестером в пати стоите над одной большой пачкой трупов после какого-нибудь ультиматума. Или после альвы, там, я не знаю, если после нее трупы падают. И каждый игрок по очереди юзает боевой клич, и падает огромное количество лута. Огромное. И на этот лут, который выпадает, будет работать кванта и рарити карты и персонажа, который использовал этот клич. Нет, без линковых билдов точно не будет. 5% увеличения размера персонажа. Рюкзак дополнительно с 20 ячейками. Какая хуйня. Ой, так, погоди. Укрепление, скорость передвижения за заряд ярости и взрывы от проклятых врагов убитых. 25% от их здоровья. Эффекты, создаваемые вами освещенной земли, не пропадают в течение 2 секунд. Это ж хуйня, которая закроет на РФ Инквизиторе вот это окно. Частично. 4-секундное окно, которое не позволяет тебе постоянно находиться на освещенной земле. Фокс это увидит, оргазмировать будет. Ну, чуть-чуть. Совсем чуть-чуть. На полшишечки заоргазмирует и перестанет.
У тебя картинка темнее по сравнению со стримом? Я не понимаю, о чем речь. Яркость там может быть другая, я не знаю, что они там не закончили, еще нет. Новые награды, новые уники. Прагматизм. 12 плюс к уровню размещенных камней умений. Сколько? Еще и 1000 брони дает. Много маны. Минус 2 к уровню размещенных камней умений за каждый размещенный камень. Если 6 камней разместишь, нихуя не дает. То есть? Ну тут плюс 12 к уровню камней никогда в жизни не будет. Будет давать максимум плюс 10. Суть в том, что на билдах, где не надо 2 шестеренка, ты можешь разместить сюда один камень умений, допустим, какой-нибудь аниматрон, и он получит плюс 10 к уровню. И плюс 10 к уровню, это, если еще плюс уровень от глобальных свойств, плюс 16 к уровню какого-то камня получить, это на некоторых камнях лучше, чем линки. Например, на РФ нет, потому что области действия не будут. Но вот на некоторых умениях, которые скелятся от левела, и не надо изменять их свойства. Область, способ нанесения урона. Это интересная хуйня, но тяжело будет найти опцию. Тяжело будет найти опцию. Либо можно ставить сразу 2 камня, какие-нибудь там проклятия или ключи, и они по плюс 8 к уровню будут получать. Я не знаю, влияют ли настройки на моники, ну, может быть, я не знаю. Ладно, броня, возможно, будет одна алхимка неюзабельная, если с ней ничего не придумают. Холодно, пиздец, ляшечки мерзнут. Сука. 75% бронеуклонения отражает 100 урона от холода атакующим в ближнем бою, 100 урона от всех стихий в ближнем бою. Когда удар врага наносит вам урон от стихии, сопротивление врага этой стихии становится равным нулю на 4 секунды. Абсолютно неюзабельная штука, абсолютно неюзабельная. Это мы удаляем из игры. Давай. Между булочек можно ногу положить? Нетронутая душа. Сразу база, залупа, золотой амулет. Сразу же. Если что, в даблкарапт. 40 к максимуму здоровья за каждое пустое красное гнездо на любом надетом предмете. То есть на любом билде можно спокойно 5 пустых гнезд иметь. Вдобавок еще второе кольцо можно с гнездом одеть. И это уже 200 к максимуму хп. Просто так. Просто кольцо 200 хп дает. Меткой за пустое зеленое, максимум маны за пустое синее — это залупа. И 18% к сопротивлению всем стихиям за каждое пустое белое гнездо. Так, нахуй. Можно сделать красные и белые гнезда пустые. Блять, это много. Это много. 18% ко всем резам за одно гнездо получить пустое. И 40 к максимуму здоровья — это, блядь, это очень много. Это охуеть как много. Это... I mean, on some level, like, we have to be able to let players use those tools in boss fights, because otherwise there's no point in them. Like, I really want это дохуя. Плохо, что тут нет для энергощита опций. Ну и подобное. Для армора там какого... Ну это разъеб. Это точно можно будет использовать и использовать очень хорошо. Ебать, 4 белых сокета на каком-нибудь предмете, перчатки сделал с 4 белыми, и у тебя, блядь, 80% ко всем стихиям на халяву. Меня больше хп интересует. Сколько можно будет хп разогнать? Давайте будем честны, есть много билдов, на которых можно, блядь, использовать шестилинк, и еще просто 4 сокета под скилл передвижения, там, допустим, проклятие, еще какую-нибудь жижу. И больше вам сокеты не нужны. То есть еще 14 плюс на кольце 15 сокетов свободных.
в теории можно иметь, не ставя ключи, там, какую-то связку КВДТшную. Получается, что 600 к максимуму здоровья можно получить, на которое будет действовать все процентные увеличения здоровья. Хотя нет, не будет. Наверное. Это же не мор. Ну, не суть. В общем, это много. Это забавно. Это пиздец забавно. И выглядит прикольно, как связка колец. Возвращение ультиматума. Порочные катализаторы. Does this give you marks of interesting tools to play with when designing bosses? Yeah, I mean, generally, yes. I've had rants about this before. I love Ультиматум. Классический. I love the object size. Блять, I like things pushing вот you around. им бы I like that статейку small по monster ультиматуму can't and a large оживить. monster can and, like, Целую. things like a knockback and Преображенные just камни. feeling very physical and, as it would, I guess, Замерзший in real легион life, сплочения. is quite important to me, and it makes the game feel just way more grounded. Призывает You're actually in кольцо there анальное in ледяных sense, as статуй. opposed to- Каждая there's something about the статуя mercenaries, однократно right? I know this is использует ледяной tangential, взмах, but затем I исчезает. I don't know if people notice, but when you fire at a monster Очень on the интересно. ground, like that area had babies in it, the crossbow aims down and shoots down. Yes, Like that was a change that was also. Да что ж такое, блядь? Here we won, and like if there's a little like the little insects, for example, down there, you'll fire your bow, and the arrow will just go this and hit it. Какая-то жижа. And it's like it doesn't feel right. Вулканический разлом зигзагов, блядь. The answer is it can't, but I mean, you it know. does a bit because like you still Well, yeah, get sure. Well, it goes through and then hits the ground, but like it does change the gameplay in an interesting way, but it also makes it feel way more realistic, and you're not just like shooting. Эта штука, это типа землетрясение, или как эта хуйня называлась, которая бьет по земле, и там расщелины в разные стороны расходили и били один раз. Спасибо. Вот это ебанутое. Вот этот ебанутый скилл. Запомните его, он ебанутый. Вы, возможно, увидите какого-нибудь арморостакера вот с этим говном. Просто запомните это дерьмище. Ну тут конверт урона еще в огонь. Тогда забудьте. Но скилл запомните, но про арморстакера забудьте. Ураган лезвия неопределенный. Бля, что с названиями? I mean, once again, it comes back to all the engine stuff we had to fix in order to make the mercenary possible. Like, it was just like, we were like, okay, we can no longer tolerate all of this, like, not physical stuff anymore. We have to actually make it right. So yeah, there was a big lot of changes required. Тоже что-то прикольное. Everything feel a lot more realistic and kind of grounded. Поднятие падающего зомби не требует трупа. Приспешники получают 15% шанс нанести двойной урон. Вот эту строчечку я не заметил. Чтобы вы понимали, даже 3% шанс на двойной урон при хорошем атак-спиде — это очень сильный буст ДПС. 15% шанс на дабл дэмэдж — это уже что-то за рамками, блядь, добра и зла. Герои возносят в небо над выбранной областью некроматическую энергию, где она сгущается в приспешника зомби, затем приспешник атакует путем нападения на землю. Так это атака приспешника считается, блядь, а не атака тебя. То есть все бафы дэмэджа, во-первых, приспешнику этому не понадобится скорость атаки или скорость каста. Это чары приспешника. Ты разгоняешь урон приспешника, закидываешь в него, блядь, урон чара, вот эту всю хуйню, и дропы из приспешников. Мне интересно, а можно сделать много приспешников? Тут нет, что это прожектайл? Ну, а если ты будешь увеличивать область, их станет больше? Или один большой зомбак надутый просто упадет? Вот что интересно. Но, скорее всего, с тегом область тоже не будет действовать. Так что очень интересно. Очень мало тегов у этого скилла, потому что, скорее всего, дэмэдж получился слишком ебанутый. Его, возможно, можно будет использовать на самонерах как убийцу жесткую боссов. Да, можно использовать как очень жесткий убийца. Вдобавок есть скиллы, которые модификатор урона там к атакам применяется, к чарам. Вот эти стакеры. Так что с этим скиллом можно будет, хорошо, что область у него не увеличивается. Вы не сможете всю карту им чистить. Но
Это, наверное, самый дамажный скилл будет за всю историю поя. Если его разгонит какой-нибудь авантюрист, блядь. Огненный рывок возвращения. Просто возвращает тебя на блинке. Залупа неюзабельная вообще, абсолютно. Может быть, только на боссах, опять же, но... Там все еще поя 2. Долбоебы. Огненный шторм проливного дождя. Огненные шары падают в указанную область. Они взрываются при приземлении, нанося урон ближайшим врагам. Вернули? Огненный шторм. Потому что у этого тегов побольше. Во-первых, длительность, во-вторых, огонь, в-третьих, область, еще и чары. Тут разгон урона будет чудовищный и разгон зачистки. Вот этот скилл для маппинга. Какие-то стародревние времена был очень хорош, но теперь он будет еще лучше. Опять же, на нем, если увидим скилл, будет замечательно, потому что до сих пор много людей, которым очень нравится этот скилл. Огненный рывок без зарядов. Это хуй его знает, что они там в описании добавили, что не добавили. Что по КД у него будет? А также огненный шторм метеоров дополнительно добавили. Тут длительности нету. Один метеор падает, нанося урон. Опять же, метеоров больше не будет. Это сделано для того, чтобы, как в Toxic Rain, у них не было места, где пересекаются две области, в которых double damage происходит, или три области, в которых triple damage происходит. Но область урона будет увеличиваться или уменьшаться, если вы концентрейт эффект ставите с расширенной областью действия, или в шлем, например, поставите шестилинковый. Кстати, шлема будут неплохие для этого. Которые РФные шлемаки очень неплохо зайдут в этот билд. Это, наверное, единственная опция будет уникальная для этого билда — сделать супер много урона. Но, опять же, первый мне нравится побольше. Они говорили, мы хотим старые лиги выпилить, а они возвращать начали. Конечно, не зря ж работали. Да и ультиматум, она неплохая, она по наградам неплохая, очень приятная. Очень темповая, очень приятная по наградам, так что... Это как бы ритуал, как бы поинтереснее. Мор инфекции. Меня это не интересует, кому интересно, почитайте. Морозная бомба нестабильности. Создает кристалл, по окончании времени существования кристалл взрывается, нанося урон от холода вокруг всем врагам. Это залупа. Выглядело очень слабо. Выглядело очень слабо, но на 20-м левеле база урона от холода неплохая. Great, and you have a lot of classes now, the deep dive, so that's a lot of content. Great. All right, so moving on to Path of Exile 1 and Affliction first. So Affliction looks like you're kind of walking through a castle. Нельзя выбрать целью трупы, созданные умениями, то есть со сквернением это не использовать нельзя, значит залупа ебаная, бесполезная, беспонтовая. No. It is a horror Ловушечка. game. There's a lot of horror in there already. We've had a few examples though, like just to give a small anecdote of there was, I think it was the last, or maybe the current, the mystery box that has the Ловушка, которая 4 секунды дамажит. У нее нет никаких множителей урона, модификаторов. Значит, она использует 100% урона. 140 даже, да? Эффект добавленного урона. И использует физический урон твоего оружия. Не вижу, с чем ее можно использовать. Только с двуручным мечом, что ли, и все больше ни с чем? Если эта штука, ловушка, используется только с двуручным мечом, она длится 4 секунды, у нее большой радиус атаки, так как тут добавочный радиус есть, а у двуручного оружия и так радиус неплохой. И есть чем забустить. Какой-нибудь син с двуручным оружием выглядит очень сильно. Если база идет от твоей пушки, то возьмем Лигу Ancestor, если она вдруг окажется
в нашей лиге, к примеру, там есть вот этот, блядь, новый меч, Ромака или с кого он там падает, а там статы пизда. Если ты выкачаешь все ловушечное, ты же будешь, во-первых, сразу несколько ловушек кидать, но это разъеб. Это выглядит безумно ненормально. Да, ракета. Это выглядит безумно ненормально. Учитывая, какие двуручные мечи можно накрафтить, это просто неадекватно выглядит. Если кто-то хочет попробовать какой-то из новых скиллов, я вам советую ловушечника сделать сена вот с этой жижей. На двуручном мече. Ох. Ох. Уники оставят из Лиги Предков, но это пизда. Это пизда. Это даже 70% или выше, приветствую, даже если 70% или выше у вас ролл на этом мече будет, это будет просто уничтожать боссов. У них будет, блядь, хп вот так вот. Потому что вы сразу несколько ловушек сможете кинуть, у них будет пересекаться радиус 100%, потому что с альт-качеством ловушки будут кучнее кидаться. И от каждой ловушки будет отдельно получать дэмэдж этим скиллом. Там будет пересекаться одновременно где-то 5 радиусов, и урон уже x5 будет. Короче, это безумие. Так нельзя делать. Они так уже делали, потом удалили, так больше нельзя делать. Это ненормально. Но опять же, двуручные мечи. Придется играть на сине, на двуручные мечи, да и в принципе на двуручке там очень далеко хоть что-то. Так что урон на двуручке разогнать будет тяжело, но это и нахуй никому не надо, потому что тут так ловушка и так атаки. И так области. Можно разгонять урон по области, урон длится, есть тег, блядь. Урон длительности можно разгонять, типа, блядь. И вообще это... Теги слишком ебанутые. Все уже строят билды с ракетой, походу ценник на него будет жечь. Ну все правильно, конечно. Ракету надо выбивать. Двойной удар проколом. Герой дважды атакует оружием ближнего боя. Атака, ближний бой, удар физический. Проколы, наложенные на противников, отражают урон в окружающих противников. Раз наложить прокол, 40% усиления эффекта Блять, ну... Был бы это поддержка. А так не будут использовать. Ну, я не уверен. После небольшой подготовки герой многократно атакует, используя оружие дальнего боя. То есть залп с задержкой при применении. Небольшой разброс. Первая и последняя атака доп. Снаряды. Нельзя вызвать срабатывание этого умения. Вот это плохо. Я сразу подумал о триггере, а триггер не работает. То есть вы не сможете затриггерить каст When Damage Taken или еще какой-то штукой. А если бы можно было, это было бы тоже безумие. 4 снаряда выпускает последовательно. Одновременно выпускает 10 дополнительных снарядов при первой и последней атаке. Не знаю. Залупа, скорее всего. Типа, я хуй знает. Где мы очередь используем? Только на МФах, чтобы босса добить. Стрела-телепорт бомбардирующих клонов. Так. Кто любил побаловаться стрелой-телепортом когда-то в 2012-м? Герой выпускает стрелу в точку. В момент приземления стрела телепортирует героя к себе. А на его месте, на месте героя, оставляет клона. Клон — приспешник, который использует лук и колчан героя. Атакует ливнем стрел. Вау. Вау. Новый лук, который усиливает эффект колчана. И хороший колчан с безумной базой для ливня стрел. Песня. Что у клона по криту и по крит дэмэджу очень важно. База. Где-то найти. Если там все хорошо, во-первых, приспешник наносит 57% more дэмэджа.
Еще и можно максимум 3 клона. Это теперь очень хороший атакующий скилл. 57 more демеджа, больше урона. Мне кажется, они переборщили. Я думаю, даже 20% это был бы перебор. Разрабы вообще не понимают, насколько сильного долбоеба можно сделать с этим скиллом. Вы будете постоянно передвигаться, несколько миллисекунд быть неуязвимы в то время, пока вас перемещает, и вдобавок спамить долбоебов, которые будут наносить чудовищный дэмэдж. Это охуеть. Это охуеть просто. Есть же вроде еще где-то мастере или перки или что-то такое было, что еще апает стрелу телепорта, а также есть зачарка с лабиринта на стрелу телепорта. Есть зачарки слабы на стрелу телепорта. But you can increase the chance of finding them by following the trails of wisps. They will lead to them. So the different colors have different things at the end of the trails, so you can kind of pick which direction you want to go. And each color associates to an NPC. So I think if you can start around appearing around. Во-первых, увеличение урона для клонов, скорость атаки для клонов, скорость перезарядки. Скорость перезарядки, окей. Это ебануться. 57% more damage, это на 21-м будет 60%, как я понимаю. Это... Или это качество? Нельзя посмотреть, что качество дает. Ну, в общем, это дохуя. Это перебор, мне кажется. Это очень сильный перебор. Стрела телепорт радужных клонов. Так. Радужные на месте. В чат, пожалуйста, плюс. Я там ничего не проебал, нет еще. Блять, а сколько тегов? Атака, приспешники, длится, движение, смещение, лук. Блять. Это интересно. Суть в том, что у этого скилла тег-атака и тег-приспешник, то есть все бафы на приспешников еще вдобавок бафнут клонов ваших. И за счет особенностей этого скилла, то, что у него база перезарядки очень большая, им можно будет пользоваться практически без перезарядки. И еще это скилл движения, смещения, для них тоже есть бонусы. И лук, это лук. То есть, если вы урон луков, скорее всего, урон этого скилла тоже будет бафаться. И это пиздец. Это пиздец. Это дохуя. Блять. Я очень хочу что-то сделать вот с этим. Вообще, я прям не могу, мне прям нехорошо, у меня все нахуй чешется. Это интересно. Стрела телепорт радужных клонов. Радужный. Добавили тег радужный. Герой выпускает стрелу в указанную точку. В момент приземления стрела телепортирует к себе героя, а на его месте оставляет клона. Клон-приспешник, который использует лук и колчан героя, выпускает стихийные стрелы. Тут просто ливень стрел используют, а тут скилл стихийные стрелы используют или что? Да, удар стихии используют. То есть то же самое, только стихийная версия. То же самое, только стихийная версия. Что для нас, ну, это намного ебанутее предыдущего. Почему? Радужный, тег радужный. Значит ли это, что модификаторы абсолютно все стихийные будут работать на этот скилл? Или нет? Типа радужный — это огонь, молния, лед, тег. Я не знаю, что это за тег какой-то новый, но суть в том, что раз используют удар стихий, это значит, что эти долбоебы и шок могут накладывать, и охлаждение, и горение могут накладывать, но нас интересует больше шок. Если мы будем разгонять еще эффект шока здесь, а у нас от лукаря там... можно найти контент. Я не хочу сейчас поп открывать, но там можно поставить... Короче, там дохуя что можно сделать. Это увеличит еще больше дэмэдж. Я слишком тупой, чтобы что-то абсолютно новое создавать. Но если я найду
Лучший вариант колчана и лука для подобного скилла. Лучший вариант колчана и лука. Я обязательно сделаю билд на этой жиже, потому что это выглядит безумно. На физически-то я смогу сделать, но вот поинтересней. И живое оружие дальнего боя. Живое оружие неюзабельное залупа. Однако это приспешник, а значит, может, что-то наворотили тут интересное. Герой оживляет оружие дальнего боя, не ближнего. В качестве союзника неопознанное оружие оживлять нельзя. Не оживляет оружие 6 гнездами. Будет ли работать это оружие как аниматрон? Оживил какое-то хорошее оружие и не надо перепризывать. Оно с тобой будет бесконечно. Типа достаточно просто заново использовать скилл в убежке, чтобы эти оружки появились. Если да, то это тоже имба. А если каждый раз по-новому надо перепризывать на карте, то есть ища какие-то пушки, это залупа полная, неюзабельная. А, ну да, длительность имеет 40 секунд, но это хуйня, никто такое не любит, такое использовать не будут. С учетом того, что навалили вот здесь, вот здесь и вот здесь, не думаю, что кто-то будет тратить вот эту хуйню. Выглядит абсолютно ненормально. Наборы поддержки. Так, ну, блядь, интересненько. Интересненько, Ивать. Вот что еще. Подожди, а почему нам показали только гидру? Вот тут мне интересно. В теории призывать всех гвардов. Потому что если да, то хаосный лучник, который гвард не древнего, а Сириуса, он будет абсолютно ненормальным. Он будет, ну, супер ненормальным, потому что это хаос дэмэдж. Еще докину сюда контента. Я точно докину сюда контента. Блять, прикольно. Камни прикольные, камни разъебные. Камни очень разъебные. Показывали что-то еще с саппортовыми камнями. Я так полагаю, это не все камни. Кто-то знает, это все камни или не все камни? Bind it to your left click and then just Warcry whenever it's available and get whatever loot you can get. I reckon opening the chests is the Блять, Warcry, который с трупов, Opening chests is a big time. that's the main use of that skill. генерирует шмотки. But it is worth noting, just to get into some specifics of how that works as well, it doesn't care about the monster's quantity and rarity. It does care about map quant and rarity. So a boss is just going to occasionally Забавно, что можно пробежать на МФ карту, а потом бегать с этим скиллом и с трупов повторно лут получать. It's probably honestly going to yield a little bit more, like, it's more for like getting a little bit of extra currency than it is getting like unique items and rare items and stuff like that. Я пропустил это. Они сейчас как раз говорили, используют ли это механика кванту куренси, кванту героя, или нет. Лига сдохла уже. Старт 8 декабря. Это ж хорошо. Это хорошо, это значит, что у нас еще есть время. Неделя поиграть в какую-нибудь жижу. It's not like there's a shouting match or anything going on, right? Like it's just Well, one of us isn't shouting. No. Так что предложка снова открыта. Игрушечку какую-нибудь дня на 4 я бы с радостью. Часиков на 20, на 40. Где 4-я рубрика? Мне надо поспать перед трением еще пару часов. Чтобы не умереть там. Со штангой на плечах, блядь.
Feels slightly like the idea of Delve without the actual specific. Наебывают. It isn't really like Delve because it doesn't have the whole like big map or anything like that. Are the wisps tradable or collectible? Главное на стриме случайно вкладочку ВК вот эту не открыть. No, I mean, they're Это бан tradable to сразу, the сразу vendors, бан. but that's not really trading. They're usable as currency Моментальный. for the vendors, but aside from that, no. They are, and between instants, they don't carry over at all. Right. Because once you leave the wildwood, they're dispersed, so you don't get to keep them at all. No. Не играл уже. Just clarifying for people that missed Хотя this detail, предложение you'll be хорошее, able но to уже use the играл, к regular сожалению. ascendancy class alongside the wildwood ascendancy Correct. class. It's extra Yes, on top. You will eventually get 8 points in both. Yes. Sweet. Can monsters attack from the fog of war in Affliction, or only once they're fully revealed? Ooh, good question. You will not get you're both not going to be like given an advantage as a ranged character to shoot into it, and you will not be attacked from it. They will not do similar to Delve Darkness. Пропустил важный момент, надо будет потом посмотреть, работать ли будет на клич кванта героя, потому что это клич, который спамит предметы с мобов повторно. Это интересно. Звучит как камень, который стоит носить всем с собой. Where it doesn't increase the amount of wisps you get, it does increase the loot you get in general, which multiplicatively applies with the bonuses the Мне wisps give интересно. monsters afterwards. So you are На карте, to get the max rewards like normal, you're incentivized to как называется карта, какой-то там рай, хуяй, где опыта очень много и одни животные. Вот это уникальная карта. Там не падает дроп с мобов. Мне интересно, этим ключом можно будет там вытащить лут? А вдруг она забагается, и там мироры одни будут падать? Which actually means that pack size can increase the duration that you can stay in the wildwood, if I understand that correctly. Different wisps. Oh, different. All right, because that's the right. Okay, so it doesn't. Дайте расписание трансляции, чтобы посмотреть, стоит ждать следующую рубрику или нет. The Last of Us играл. Если это не только на плойке, можно на ПК, можно поиграть. Я не помню. The Last of Us я сериал посмотрел. Восхитительный. Просто восхитительный. You might think, okay, the wisps disperse into the air. По игре сериал замечательный. Так что я думаю, я играл. That are then spawned afterwards. So if you then go and activate a breach, there is like a portion of the breach monsters will be dusted as well, and thus their rewards and difficulty will also be increased. So yeah, it overlaps with any in area league, I believe, as long as the monster gives loot and experience. Одни поешеры нахуй. Which obviously if it doesn't, you don't really care about it. So. Что со мной не так? Cracked. I like it. All right. Talking a bit about Ultimatum, the long-awaited return. Первую часть на ПК можно, но если все части на ПК нельзя, то залупа. Тогда какой смысл жить вообще? Main challenge, I guess, was finding time to actually Huge do drop the enable, что-то нету rebalance and нихуя. reassess it. But like once we found the time, which we did, we got through all that, and I mean, now it's finally coming back. But yeah, it just comes down to time. We've got so much we always want to do, and just finding the resources to be able to get someone to fully reassess it and make the changes that we want it can be challenging for sure. So it's not just something you wanted to just slap back in as it was. Then it sounds like it's changed a fair bit. It's had a substantial amount of work done to it. Like it is quite a lot. Можно сделать клич без отката и поставить его, кстати, на кнопку бега, который лут дополнительно спамит с мобов и открывает сундуки. Relatively fun, but taking that into consideration as well is something that we didn't have to deal with before that we do now. Why do you think that Ultimatum was so popular and so requested to return that it was like the #1 thing asked about at ExileCon? Is there anything to like learn from that for future league designs? Ультиматум возвращает, потому что микрочелы на ExileCon проголосовали, что вернули ультиматум. I think about it, and also why do I think I like it? I mean, the mod selection is fun. I like how it works in parties as well, and I like. Да, действительно весело. Первую недельку весело. Моды прикольные. И награды хорошие. Or you're an aura bot and you pick that mod that causes your auras to apply to the enemies, and you just then hopefully. Мне куда интереснее. В Атлас же добавили поинты. В Атлас поинты добавили на ультиматум. И что эти поинты дают? Это очень интересно. Потому что если они там бафают нормальный дроп, это будет заебись. Or the headhunter on the line, or like just whatever items on the line, it's like the thrill is just
you know, it gives you that adrenaline rush that like I almost used to get in Hardcore League, you know, when I actually played that a lot more. Rest in peace. It's risk reward, to put it another way, right? It's good Блядь, risk reward stuff. Yeah. чаще всего где-то выкладывают I think расписание it had like a unique трансляции. pacing too, with Типа like то, что мы intense там action, делать bait, будем. break, intense action, break. Не могу Oh нигде yeah, yeah, найти. for sure. I like that as well a lot. But yeah, I don't know. It's hard to say too many lessons learned aside from just like, or like, you know, how we can use things in the future. But I guess, yeah, ultimately the risk reward and the pacing are probably the two biggest ones. Mm. Do you want to talk about what happened with the combat changes to do with rare monsters and stuff in Ultimatum? Yeah, I think it was around the time there was a lot of there was a bit of like, how do we make this harder that went on, and Не знаю, есть ли смысл нам ждать ramping последнюю the rare рубрику. monsters up, like there was just points Они where there were, потому like, что 9 пиздеть будут rare миллион лет. of the Но они в конец blood что-то вроде chieftains важное on your поставили, я screen, не and помню. the problem with that, especially with like obviously now looking at rare Или нахуй modifiers, их. like, the level Что of думаете, visual ребят? pollution that adds, and like you can't even tell what's happening. Like there was a lot of going on in that league where there's just a massive crossfire of projectiles and just like a whole bunch of rare monsters, and like so we've gone with almost a more what we call expedition style balance, which is just like tone that down but make Expedition each balance, monster что там? individually more Простите, difficult and more пожалуйста. meaningful. So it should be that it is less like more comprehensible in the moment as to what Так. you're actually fighting and what you're actually doing, and Минуточку. А если в экспедиции на трупы использовать эту способность боевого клича? Мне вот интересно, куренси будет падать? Или это только распространяется на шмотки, типа части армора и пушки? Так? Metamorph is getting removed as a part of this coming back of Ultimatum, with its unique rewards going to Ultimatum. Can you tell me a little bit about that decision, like to remove Metamorph? There's a few things going on there, but the first is just the visual clarity of it again, going back to that, like you put these monsters together and then it just does this kind of like morphing thing. I mean, look, I've played this a lot and it transforms into something and then I'm dead. I'm like, I don't even know what just happened. Like what killed me here? I actually don't know. And it is meant to be the case that obviously I know what monsters I'm putting in, and I'm like, I'm putting in this monster, this monster, this monster, and I know these do this skills, and because this one's in the brain slot, it does this big AoE. But the reality is, like, Дрочевые крылья с да дропсы всегда залупа. and remember, and like there's Дропсы hundreds всегда of говно. monsters with hundreds of skills going on there, and it's like you can't really tell. And so when you do put it together, it's like, oh, I like these rewards, and you put those in, and that's ultimately what. Мне бы трансляции получить описание. Maybe not, and getting that right is just pretty impossible, I would say. Like I love the mechanic. Блять, они так долго пиздят. Так быстро все предыдущее прошло, а их пизделовка просто идет уже, блядь, час нахуй. Вау. Oh no, we dropped. Чё происходит? We'll get things back in just a second here, folks. Технические неполадки. Until then, enjoy the sliver of the side of my head. Технически идешь We'll be нахуй. back in just a moment. Blizzard DDoS. Блять. Технические шоколадки, но я думаю, это знак свыше. Спасибо, ребятки, всем, кто был на этой коротенькой трансляции. Посмотрели контентик. Там в конце стрима очень важная штука какая-то еще будет. Это уже в записи будет. Сделаю видосик, где подведем общие итоги о том, что они тут напиздели. С переводом еще раз все посмотрю, и это, если что-то важное упустили, обязательно добавлю видео. Так что всем спасибо, ребятушки, что смотрите.